Снова всем привет, продолжаем играть в Моровинт. Нахожусь я внезапно в гильдии бойцов Балморы. Тут я бегал к Налькарии, закупил у нее зелий. Ну и обратил внимание, что у нас, видите, 7 из 10 уже навыков до повышения уровня. И, наверное, нужно озаботиться уже бонусом. В частности, вот этот чувак может обучить нас дробящему оружию, а это даст нам бонус к силе. Кстати, воспользуемся. Но нам нужно учиться. Учиться, еще раз учиться. Но не забываем поглядывать. Сила x3. Сегодняшний эпизод, наверное, будет больше такой посвященный беготне и разговорам, поскольку мы уже вплотную приблизились к Вивику. К визиту, вернее, к визиту к Вивику. Вот так. Вот, но для начала нам нужно будет, конечно же, посетить ни Ба, ни Меса. А это значит, что опять придется тащиться мне в лагерь Уршелаку. А это тучит, по-моему, да, рукопашному бою. Это на скорость. Ну, тоже возьмем, рукопашный бой мне пригодится. Плюс бонус к скорости получим. Это очень важно для нашего персонажа, как вы понимаете. Скорость x3. Уже рукопашный бой 20. Этого, конечно, недостаточно. Для квеста, я имею в виду. Ну, кто не в курсе, при прохождении Бладмуна необходимо будет сражаться в рукопашную в одном месте. Также поступило предложение о том, чтобы проходить не по порядку дополнения, а начать с Бладмуна, чтобы была возможность пройти трибунал за оборотня. И мне показалась эта мысль интересной, вы знаете. Может быть, мы с вами так и сделаем. Может быть, а может и нет. Не знаю. Сейчас мы бежим. Куда мы бежим? Мы бежим в Альдрун. Здесь, по сути, мне делать-то на самом деле нечего. Я барахло выложил. Камни душ пока пусть со мной будут. Грузоподъемность позволяет. Но мы побежим, конечно, в лагерь Уршелаку. Побежим мы без орка. Поскольку у меня есть кольцо невидимости, смысла мне агрить там всякую живность никакого нет. Поэтому я тупо побегу под невидимостью. Там нам, по сути, нужно просто поговорить с шаманкой. Она отправит нас к архиканонику. Давайте мы накинем на себя. У меня же есть где-то предмет. Я что-то зачаровывал на длительное хождение по воде. Если я его, конечно, не выложил. Прямо так, это 20 секунд, это не то. Замедление падения, это тоже не то. Левитация. Невидимость. Нет, ну, наверное, я выложил все-таки. Скамп. Но это было вроде бы не кольцо. Ладно, короче, что гадать. Применяем заклинание. Сразу же применяем невидимость и бежим. Наступила ночь, не так, чтобы это прекрасно было. Но смотреть тут особо не на что. Главное... Ну, в принципе, даже если мы пропустим время окончания действия заклинания, ничего страшного не случится, невидимость-то не исчезнет. Но я думаю, что все будет в порядке. Заодно сейчас, кстати, мы вот обследуем эти руины, вдруг здесь наспаунились святоши. И тогда это будет проблема, друзья, потому что я же орка не взял.
А нет, ни хрена тут не наспавнилось. Тут кланфиры как были, так и есть. И Атранах. По-моему, он тоже был. Слушайте, но я понимаю, что есть рандомные монстры, а есть прописанные. И, честно говоря, я, конечно, не знаю, какие здесь конкретно стоят. Но вот этих двух гончих я помню, кланфиров я помню. Насчет Дриморы не уверен, был ли он. Но и ладно, это уже и не важно. Мы прибежали к шаманке. Быстренько с ней разговариваем. Вы названы Нереварином 4 племенами Варденфелла. И эта часть пророчества исполнена. Вы прошли 5-е испытание 7 видений. Так, Нереварин, понятно. Наставник. Наставник. 5-е испытание. Тогда давай 6-е испытание, что ли. Слепы были мои глаза, но звезда Азури указала мне путь в моих мечтаниях. Высший жрец Вивика Сариони попросил навестить вас, когда вы станете наставником и Нереварином. Отправляйтесь к нему и поговорите с ложным богом Вивиком. Вивик хранит тайны орудий Кагренака, которые вам понадобятся, чтобы сразиться с Дагатуром. Достаньте орудия Кагренака. Это ключ к разгадке 6-го и 7-го испытания. Ну, она тут немножко объясняет про Дагатура и про орудия. Но по сути нам это особо и не нужно от нее, эти объяснения. Значит, все. Здесь мы закончили. Давайте применяем вмешательство. Я думаю, что Альмсиви будем, наверное, в Альдруне. Нет, Гнисис. Ну, тоже неплохо, кстати. Забытые вещи. Не то чтобы я нуждался, да, в деньгах. Но все же. Здесь мы, недолго думая, отправимся через гильдию магов в Вивик. Сначала выложим эти топоры. Также, наверное, я выложу катану. Чем мне ее за собой таскать-то? Орк нам тоже здесь не понадобится, я думаю. Кстати, у меня есть лишние зелья. Но вот это увеличение магии, наверное, ему не нужно. А вот смотрите, увеличение удачи на 90 пунктов на 262 секунды. Вот это интересно. Причем наварил я его черт знает когда. Но давно уже у меня есть, стояло там на столе. Отдадим ему. Так. Ну, эти мне тоже пригодятся. Все на этом. Отправляемся в Вивик. Здесь мы тупо применяем вмешательство Альмсиви. И нам нужно поговорить вот с этой дамой, кажется. Ты хотел встретиться с архиканоником? Архиканоник находится в своих личных покоях, и он очень хочет поговорить с вами, но я должна предупредить. Всеми силами избегайте конфликтов с ординаторами. Архиканоник только что говорил с ординатором Высокого Собора, но если вы, к примеру, беглый преступник, они могут попытаться арестовать вас. И если прольется кровь верных служителей храма, ситуация станет гораздо сложнее и неприятнее. Но на самом деле это не так важно. Она должна дать нам ключ. Вроде бы. Или нет. Стоят ординаторы. Ну пусть стоят, нам что до них. Дверь на восточном уровне берега канала ведет сквозь маленькую комнату в личные апартаменты. Ну, это что-то какое-то усложнение, мне кажется. На самом деле, вот она дверь. Тут, конечно, ординаторы стоят, все это правильно. Но это главный вход. А есть еще вход
тайный. А вот где он? Богатство тебе. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю. Библиотека. Мусара. Библиотека. Зал справедливости. Так. Опять библиотека. Что-то не хочется мне дурью маяться. Давайте пойдем в лоб. Мое терпение. Прямо как есть. Че, мы дверь что ли не сможем вскрыть? Какую-то сраную. Тем более, что у меня есть хамелеон же. Давайте сохранимся и посмотрим, чем мы можем воспользоваться. Во-первых, кольцо окружения. Это даст нам от 20 до 30 пунктов хамелеона. 22 мало. 29, но пусть будет. Также у меня есть 20% вот здесь. Итого получается 49. Тоже маловато, конечно. И вроде бы еще какое-то у меня есть кольцо. Так, это мы уже использовали. Но тут 3 секунды нам этого, конечно, не хватит. Вот на 5 секунд. Че я его за собой таскаю, вообще непонятно. 10% на 10 секунд. Тоже бесполезно достаточно. Ну, не то чтобы круто, конечно, как-то мы телекинез давайте используем. И отпирание попробуем использовать. Ну и все. Получается, меня не спалили, да? Да. Говорите, что хотели. Вот он и с Ориони. Ты слишком много говоришь. Почему-то меня видит под хамелеоном. Давайте поговорим с ним. Спасибо, что пришел. Тебе известно учение храма о Нереварине. Возможно, настало время изменить это учение. Храм должен защищать народ от ложных доктрин, а твоя связь с имперской разведкой делает твои мотивации и твою искренность несколько подозрительной. Но тебя избрали наставником Энреварином, тебя избрал народ Данмеров, и у нас кризис с Дагатуром. Мы больше не можем защищать людей от пробудившегося шестого дома. Ты и твои пророчества можете стать нашей последней надеждой. У нас отчаянная ситуация, но я бы хотел, чтобы тебе стало понятно, какие обстоятельства привели к такой ситуации. Они зависят от самого лорда Вивика. Он хотел повидаться с тобой. Ты согласишься на личную встречу с ним, чтобы услышать от него самого? Конечно, соглашусь. В общем, он тут сожалеет, дал нам ключ зачем-то от тайного входа. Ну и ключ от самого дворца Вивика, хотя его можно, в принципе, взломать легко и так. Без ключа. Зал мудрости. Ну, то есть все-таки есть тут проход. У нас же есть теперь ключ. То есть, в принципе, я был близок, да? Да, практически вот. Ладно, короче, нам нужно отправиться к Вивику. Проходи. Баловаться не будем. В чем дело? Здесь нас не очень любят. Вот он, дворец Вивика, как мы знаем. Здесь нам предстоит долгий достаточно разговор. Уровень 100 и ловушка, но ключик у нас есть. Вот он и Вивик, собственно, собственной персоной. Давайте встанем вровень, чтобы видеть его хорошо. Его мерзкую рожу. То он тут в полуприседе каком-то. Вот так, да, лучше.
Там было, говорит, еще кое-что. В молодости все бывают нетерпеливы, поэтому я постараюсь покороче изложить наше дело, а затем может остаться время и на другие вопросы. Сначала я предлагаю снять мое проклятие с Нереварина, прекратить преследование жрецов-отступников и объявить на весь Моровинд, что Лакмус – воплощение Энереварин, мессия, спаситель Моровинда и последняя надежда противостоять Дагатуру и Шестому Дому. Я сделаю это, хочешь ты того или нет. Далее я предлагаю вам принять силу и ответственность за уничтожение Дагатура. Вы можете отказаться, я не стану вас заставлять. Вы получите силу в виде артефакта, который называется Призрачный Страж. Вы можете принять дар, а потом делать с ним все, что захотите. Вы получите ответственность в виде клятвы. Вы можете дать клятву, а потом сдержать ее или сдаться. Но сначала готовы вы принять Призрачного Стража? Ну, выбора тут по большому счету нет. Хорошо, говорит, очень разумно с вашей стороны. А теперь вы готовы дать клятву перед всеми богами и людьми, перед всеми духами, видимыми и невидимыми, перед частью моей и честью, моей и честью вашей, посвятить свою жизнь и Призрачного Стража разрушению Дагатура и защите Моровинда и его жителей? Не очень разумно, но очень хорошо. Хорошо, что вы без колебаний даете такую клятву. Теперь вы на мгновение почувствуете переход во времени, не волнуйтесь. Вас перенесут за пределы времени, чтобы избежать неприятного опыта обучения использованию Призрачного Стража. Ну, в общем-то, теперь вы все знаете. Я сообщу храму о ваших достижениях. Преследования жрецов-отступников прекратятся, я надеюсь, обе стороны найдут общий язык. Теперь вы мой гость, и у нас есть время для объяснений. Или советов, или вопросов, или взаимных обвинений. Вы можете уйти, если хотите. Но мне кажется, до этого вы должны узнать, по крайней мере, две вещи. Как использовать Призрачного Стража и как победить Дагатура. И как же его победить? Чтобы победить Дагатура, иди к Красной горе. Чтобы обрести артефактный молот-разделитель и из Призрачной цитадели Виминал. Потом добудь артефактный меч-разрубатель из Призрачной цитадели Адрасал. Затем проследуй с Призрачным Стражем, Разделителем и Разрубателем в цитадель Дагатура. Там найди сердце Лорхана, используй 3 артефакта, чтобы разорвать связь Дагатура с сердцем, и он будет уничтожен. И мор в Моровинде прекратится. Так, оборвать связь с сердцем. Ударь сердце 1 раз артефактным молотом разделитель, потом ударь его более 1 раза артефактным клинком разрубателем. Ну, естественно, нужно вносить при этом Призрачный Страж. Это все мы знаем. Тем более, что планы он нам так и дал. Мне все-таки вот наиболее интересно насчет Неревара. Почему я веду войну с Нереваром, почему я пытаюсь запретить апограф, почему я преследую. Нет, я хочу... Давайте про войну с Нереварином. Почему я пытаюсь убить вас? Потому что вы угрожаете вере моих сторонников, а их вера нужна мне, чтобы удержать тьму. И вы казались мне врагом, пешкой изысканного даэдра лорда Азуры, или пешкой императора Уриэля Септима, или просто обманщиком, а может и героем. Но не таким уж героем, если мои верующие могут уничтожить вас. Теперь обстоятельства изменились. Я нуждаюсь в вас, а вы во мне. Насчет Неревара все-таки. Тут можете почитать, кому интересно. Да, но он предлагает читать записи. То есть сам он не скажет. Но тут он намекает, что... Нет, ничего не намекает. Так, победить вопросов. Вот вопросов. Что произошло у Красной горы, что действительно произошло с Двемерами, в чем заключается грех Двемеров, что значит быть богом.
Воспоминания. Так, 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 так. Ну, он предлагает читать, короче, текст насчет двемеров. Он не знает. Горькие обвинения. Вот, убийство Неревара. Мы не убивали, говорит Неревара. Легенда о том, что мы убили Неревара, появилась из рассказа оруженосца Неревара Аландра Сула, который жил среди ишлендеров. Ишлендеры сделали из этого рассказа басню. Некоторые эпизоды легенды убедительны, другие неправдоподобные, но все это ложь. Ну и опять предлагает читать. Нарушение клятвы. Вместе с Нереваром и по его настойчивому требованию Альмалексия, Сотасил и я поклялись вечной клятвой перед лицом лорда Даэдра Азуры никогда не употреблять орудия Кагренака ни для каких целей. Мы нарушили свои клятвы. Мы повернулись спиной к старым богам. Я до сих пор не вижу никаких причин поклоняться Аэдра или Даэдра. Но из-за уважения, которое я питал к Неревару и к самому себе, мне не следовало нарушать эту клятву. Из всего, что я сделал в жизни, я сожалею только об этой ошибке. Понятно. Но это не так интересно. В общем-то, библиотеку он предлагает прочитать. Вот здесь вот у него есть записи. План разгрома, битва у Красной горы, Неревар у Красной горы. Это мы все знаем. Дагатур открыл источник нечестивой тайной силы. Угу. Но про убийство пока ни слова. Неревар сказал Дагатуру охранять инструменты, пока он не вернется. Потом Неревар рассказал своей королеве и генералам, что произошло под Красной горой, как двемеры использовали специальные инструменты, чтобы превратить их народ в бессмертных, и о волшебной мощи сердца Лорхана. Трибунал решил, что кимеры должны научиться использовать эту мощь, чтобы Неревар мог объявить свои права на Рисдайн и весь мир для своего народа. Неревар не ожидал и не хотел этого, так что он попросил королеву и генералов помочь ему вызвать Азуру для совета. Но трибунал стал алчен, как Кагренак, услышав о мощи сердца, и они возжелали ее. Они начали обряд, как бы вызывая Азуру, как хотел Неревар, но Альмалексия использовала отравленные свечи, а Сотасил отравленные одежды, а Вивик ядовитые чары. Неревар был убит. Ну, то есть фактически вот это не признание, это выдержки из апокрифа. То есть это не слова самого Вивика. Такая версия. Ну понятно, появилась Азура, всех прокляла. И все это мы уже дальше знаем. А это вот уже Вивик сам излагает. Так, это все предыстория. Предыстория. Я просто хочу сам вспомнить, потому что я, конечно, все это читал когда-то, но все это не помню так вот дословно. Так. Вот. Неревар собирался посоветоваться со своей королевой и генералами, кто предвидел, что начнется эта война, и чьего совета он не мог снова игнорировать. Я спрошу трибунал, что мы с ним сделаем, ибо у них есть мудрость в прошлом, которая идет у меня. Оставайся здесь, верный Дагатур, пока я не вернусь. Так что Неревар сказал Дагатуру охранять инструменты. Понятно. Потом Неревара доставили к нам, ждущим на склонах Красной горы. И он рассказал нам, что произошло под Красной горой. Неревар сказал, что двемеры использовали специальные инструменты, чтобы превратить так. Услышав сказанное Нереваром, мы дали испрошенный совет, провозгласив, нам следует сохранить эти инструменты в чести для благосостояния народа кимеров. Кто знает, возможно, двемеры не ушли навсегда,
ну это их предположение, то есть были перенесены в отдаленное место, откуда они однажды вернутся, чтобы снова угрожать нашей безопасности. Поэтому мы должны сохранить эти инструменты, чтобы изучить их и принципы их действия, чтобы мы были в безопасности в будущих поколениях. И хотя Наревар озвучил серьезную ошибку, он хотел, чтобы его направлял наш совет. А какую ошибку? Что, типа 2 меры исчезли или что? Мы должны принести торжественную клятву Азури, но это понятно. Мы согласились и принесли клятву. И тогда мы отправились с Нереваром обратно в Красную гору и встретились с Дагатуром. Он отказался отдать нам инструменты, говоря, что они опасны, и он не может дотрагиваться до них. Он был необъясним, настаивая на том, что только ему можно доверять в деле с инструментами. И тогда мы решили, что на него как-то повлияло то, что он брал их в руки, но сейчас я уверен, что он тайно исследовал силу инструментов и решил сохранить их для себя. Тогда Неревар и наша стража прибегли к силе, чтобы обезопасить инструменты. Дагатур и его сторонники смогли бежать, но у нас остались инструменты, и мы доставили их к Сотосилу. А что, собственно, с Нереваром-то случилось? Мы отправились с Нереваром, поссорились с Дагатуром, Неревар и наша стража прибегли к силе, они сбежали, Дагатур, остались инструменты. То есть он обходит этот вопрос, как бы, да, вот судя по всему. Потом они держали клятвы, тайно изучая инструменты. Ну и Сотосил, он сваливает, короче, на Сотосила, что вот он пришел с этими всеми данными. Мы отправились к Красной горе и трансформировали себя. То есть, ну, Неревара, конечно, с ними уже не было. Тут уже появилась Азура. Короче, ничего он не объясняет. Отмалчивается, как бы отмазывается. И валит все на Сотосила. Ладно. С Вивиком мы поговорили. Освежил я, так сказать, в памяти некоторые моменты. Теперь нам нужно двигаться именно к Красной горе. Не откладывая все это в долгий ящик. Хотелось бы, конечно, немножко еще подзачароваться. К чему все? Да к чему все это? К войне с Дагатуром. Здесь у нас больше никаких руин я не вижу. Ничего не поделаешь, придется идти как есть. Я думаю, что проблем не будет. Вполне мы можем, по крайней мере, зачистить все эти оплоты и цитадели, это точно. С Дагатуром самим будет посложнее. И там, наверное, мне придется действовать в одиночку, без орка. Но только, как бы, проблема в том, чтобы именно разорвать связь Дагатура с сердцем. А дальше он станет гораздо слабее, и убить его сможет, в общем-то, наверное, даже Святоша. Видите, не спавнится растение. Не знаю, что это такое. То ли баг, то ли так задумано. Для вас мы организуем специально. А мы отправляемся в Альдрун. Конечно же. Зачем идти пешком, когда можно ехать? В Альдрун. Здесь нам нужно будет, наверное, переждать ночь. Выдвигаться ночью что-то не хочется мне. Восполним запас магии, кстати, пользуясь случаем. Зелье я пополнять сейчас не буду. Если что, мы всегда можем метнуться и закупиться. Пометка и возврат у нас сейчас, в общем-то, свободны. Зелье маны у меня есть. Свитков у меня хреново куча. Камней куча. Так что, наверное, даже отберу Дайкатану у орка. Оставлю ему только катану. Ну, просто потому, что нет смысла экономить, имея столько камней. Плюс имея звезду Азуры еще в запасе. На перезарядку точно хватит. Если мы там встретим Святошу, а мы наверняка его встретим,
то я не пожалею времени и вернусь специально уже зачароваться куда-нибудь к цивилизации. Добро пожаловать. Пусть боги всегда в порядке. Гуара брать или нет? Но я думаю, что нет. Так, подождите, я хотел переждать ночь. Я думаю, что Гуара мы брать не будем. Да, утречка наступила, и мы выдвигаемся. Молотки мы можем, я думаю, там купить, если что. Сохранимся. Ну и известным путем по вон той тропинке. Обидно будет, конечно, тратить заряды на скальных наездников, но на этот случай у нас есть амулет. Вот этот вот. Да, длинные клинки придется у него отобрать. На 30 секунд. Короче, нет, друзья. Ну его нахер. Пусть он тратит заряды. Будем восполнять. Не страшно. Крахоборство, бой. Вот они и скальные наездники. И сразу на меня согрелся. Ты умрешь здесь. Саламат. Тут их целая куча, как видим. Я думаю, что можно даже вот так сделать. Нагреть их побольше. С одного удара он их валит. Это отлично. Путь нам уже известен. Здесь я уже ходил. Кто? Вон он. Гаденыш. Беги, пока есть возможность. Можно было, конечно, и не заниматься дурью, а перемахнуть прямо так через предел. Больше не буду с тобой ссориться. Да давай ты уже. Беги, пока есть. Сохраняемся. Сейчас я перезаряжать ничего не... Так, стоп, это не то. Сейчас я катану перезаряжать не буду. Уже там, на месте, когда дойдем до какого-нибудь... Слушайте, а почему я так это... побежал не туда? Вот здесь же есть поворот известный. Так, тут еще и гончая. А гончую кто будет бить? Развернулся, такой молодец. Следуй твоим кодам. Хорошо. Еще кто? Еще один наездник. Так, пояс у меня есть? Есть. Ну что ты? Давайте помогать. Амулет у меня есть. Как он называется? Правосудие святого Сота. Так, правосудие, вот оно. Наконец-то. Да что ж такое-то? Все умрешь. Давай, Бежим, короче, дальше. Пусть они агрятся. И я куда-то не туда прибежал, друзья, опять. Какая-то гробница. Но может быть это имеет смысл? Есть шанс, что там шестой дом можно встретить. Давайте заглянем. Сохранимся. Уровень 10, блин. Замок уровень 10. Так, но не похоже, что здесь шестой дом. Все, заряды кончились. Но зато
Щит работает, по-моему. Ну так, через раз работает, скажем прямо. Здоровье не пострадало. Тело. Ловушка. Ох уж мне эти ловушки. Да, гораздо интереснее было, когда я ловушек не видел. Гораздо интереснее. Гораздо опаснее. Успеем мы его захватить? Успели. Так, это здесь кружок. Нестандартная планировка. Ну и ничего интересного. Шестого дома здесь никакого нет. Обычные, в общем-то, скелеты и костяные лорды. Что же он тут охранял такое интересное? Всякая ерунда. Абсолютно ничего. Телекинез, ладно, не буду я это брать. Выходим. Но что-то я опять где-то свернул не туда. Вот сказал, что дорога известна, что мы тут ходили. А сам, видите, вот откуда он прибежал? Не было же его вроде. Давайте, короче, сократим дорогу, не будем дурью маяться. Вот так вот пробежим. Оп. И все. Спрямили, можно сказать, путь. Наверное, я изначально неправильно пошел. Не по той немножко дороге. Ну да ладно. Главное не сдохнуть тут, упав с обрыва. Давайте, кстати, подлечимся по этому поводу. Ну вот мы и, собственно говоря, у призрачных врат. Давайте я здесь сделаю сохранение. Не сохранение, вернее, а пометку. Например... А зачем, собственно, мы и так отправимся сюда этим вмешательством? Фиг знает. Ну давайте на всякий случай все-таки пометку я сделаю. Вот здесь можно, кстати, подхватить счастливую монетку. Расскажем, что я нарыварен. Какая, говорит, удача. Послушайте, а старый ветеран-легионер старее самого бедного старого императора. Да благослови Бог его душу. Я слишком стар для приключений. Я прошел весь этот путь, чтобы посмотреть на ад. Но дальше я пойти не могу. Я был бы вам очень признателен, если бы вы взяли с собой эту счастливую монетку, когда отправитесь к Дагатуру, как символ сильного молодого героя, которым я когда-то был. Ну, давайте возьмем. Очень мило с вашей стороны. Вот монета. Я ношу ее с собой уже очень давно, и она всегда приносила мне удачу. Но теперь она больше не нужна мне. Я хотел бы отдать ее кому-нибудь моложе меня, кому-нибудь, кто путешествует туда, куда мне никогда уже не попасть. Ваше поколение – творец истории, двигатель судьбы. Эта монета принесет вам удачу у горы, я обещаю. За императора и империю, как говорим мы в легионах, да хранит вас Кинарет. Ну, есть предположение, что это все-таки не просто так, чувак, да? Про императора вот тут говорит.
Монетка. Где она? А вот она. Удачливая монета старика. Да. Торговцы меня интересуют. Слишком много говоришь. Только членов организации. Понятно. Так, здесь ничего интересного. Хотелось бы поставить метку там, где В чем дело? что-то продают. Но эти ничего не продают. Хотите чего-нибудь? Давайте метнемся на другую сторону. Или вот сюда, может быть, здесь что-то. Мы тут уже были, конечно, понятно, что здесь есть вот этот торговец. Но от него нам, по сути, нужны были бы только молотки. Этот книжки продает, покупает. Зачем ты здесь? Тут обучает. Вообще ничего не делает. Блин, ну с торговцами здесь беда. Прям беда. Но все-таки пометку я бы здесь поставлю. И на этом, наверное, мы будем на сегодня заканчивать. В следующем эпизоде мы уже плотно займемся как бы разработкой Красной горы, всех этих цитаделей. Вот нам показывают Виминал, Адрасал и, собственно, сам Дагатур. Все, на этом, пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам за внимание, за ваши комментарии. Всем пока.